Короче, смотрите, ребята. Я недавно посмотрел Puss in Boots, или на русской версии это Кот в сапогах 2. Я не фанат вообще DreamWorks, мне не нравится Шрек, ну, я не знаю, он меня не цеплял в детстве, да и сейчас, если честно. Я понимаю больше приколов, чем раньше, но тоже он меня особо не интересует. Короче, посмотрел недавно я вот этот вот Кот в сапогах. Почему? Я изначально не собирался его смотреть, мне подруга такая предложила, я отказался. Но я увидел вот этот видос на ютубе. Я это когда увидел, я увидел графон. И на самом деле... И на самом деле это выглядит офигенно. Я где-то вот на секунде так 15 остановился, потому что я не хотел себе дальше спойлерить. Но, короче, меня очень заинтересовал этот персонаж, потому что он выглядит реально мощно. И я решил сходить. Я сходил, ну, на самом деле вот это вот персонаж Смерть, по сути, он реально клевый. То есть, сколько с ним эдитов есть на ютубе, и все из-за персонажа, который имеет хронометража в сколько там, 1,5-часовом фильме 2 минуты. 2 минуты, а он самый запоминающийся перс. Это говорит о многом. На самом деле, вот как я говорил раньше, сейчас делают мульты, фильмы, сериалы, основываясь на старом. То есть сейчас именно оригинальных сериалов и мультов, ну и фильмов, на самом деле мало выходит. Если вот посмотреть сейчас на рынок, что самое популярное? Велма, потому что это дерьмо, бляха, обоссанное. Велму мы смотрели на одном из стримов, кстати. Она паразитирует на Скуби-Ду. Потом идет, ну, вот Кот в сапогах, но это правильное паразитирование, грубо говоря. Ну, это сиквел, но все же. Это правильно, это то, как надо делать сиквелы. Что еще? The Last of Us. Я, кстати... Короче... Ну, The Last of Us тоже вроде как неплохой. На самом деле, вот этот Кот в сапогах, я его когда посмотрел, я не думал, что он мне, ну, реально так понравится. То есть, тут есть такие, как будто бы, ну, такие там взрослые темы. Например, ребенок там лет 10, вряд ли он будет задумываться о смерти, о том, как он прожил свою жизнь и т.д. и т.п., о чем говорится в самом мульте. Например, такие вот взрослые люди, там, ну, там тот же его отец или мать, которые привели этого ребенка на фильм, они будут, типа, смотреть, им будет тоже интересно. Это офигенно, когда человек, приводя своего ребенка на фильм, ему тоже интересно смотреть мульт. Вот, у DreamWorks лучшие мульты. Да, ну, на самом деле, реально годные мульты они делают. Короче, на самом деле... Очень рекомендую. И что самое интересное, этого персонажа Смерти сделали максимально... Ну, вот он реально угрожающий. Каждый раз, когда у него вот был этот свист... Сейчас вот покажу. Сейчас я вот покажу тут где-то. То есть чел даже какой-то сделал просто трейлер нахрен. И очень классно получилось. You are no bounty hunter. You are death. Everyone thinks you'll be the one to defeat me, but no one's escaped me yet. Но это очень классно выглядит. То есть сам дизайн у этого персонажа, он офигенно нарисован. Ну, это не косы, это серпы. Ну, типа, да, Смерть, она с косой, но у него, типа, 2 серпа. Вот. На самом деле, и графон в этом мульте хороший. И что мне очень понравилось, что этот персонаж, он реально стрёмный. Он вызывает у аудитории такое же, ну, ощущение, как у самого кота. Когда, например, вот у него мурашки, грубо говоря, по телу у самого кота. Вот этот свист его фирменный, грубо говоря, это реально очень классно сделано. Хоть я опоздал на 20 минут фильма, это самая их первая встреча, я их пропустил полностью. Но когда этот волк появлялся где-то там на фоне и прочее, пугал его, грубо говоря, своим свистом, это реально, ну, было, ну, стрёмно. То есть у меня и у подруги, с которой я пошел, реально были мурашки по телу. То есть... Ну, это офигенно, когда персонаж реально вызывает те эмоции, которые показываются у главного героя на экране.
это просто погружение. И, ну, вот этот вот кот в сапогах, это реально то, как надо делать. То есть он реально, этот мульт, отчасти он заставляет задуматься. Ну, вот там над своей жизнью, например, даже. Я считаю, что вот это вот так и надо делать мульты, а не просто типа, чтобы занять ребенка, как какой-нибудь босс-молокосос. Вот.